таких ситуациях нужно помнить, что мертвое умереть не может, а спешка нужна только при ловле блох. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Тема сегодняшнего видео – разбор онлайн-урока «Как спасти орхидею, если она замерзла». Во втором занятии школы орхидей онлайн приняло участие более 6000 человек, и более 350 из них обсудили задания в комментариях под видео. Большинство зрителей с тотальным обморожением орхидей в своей жизни не сталкивались, и поэтому предпочли почитать комментарии и набраться опыта от других. Более опытные зрители дали вполне дельные советы и рекомендации в комментариях, и уже на основе них можно было сделать правильный анализ и соответствующие выводы. Сегодня мы почитаем некоторые из этих комментариев и разберем алгоритм ваших действий, если вы получили замороженную орхидею. И первое, на что вам нужно нацелиться, это на терпеливое ожидание, ведь ситуация будет проявляться и проясняться, как на лакмусовой бумажке, в течение полумесяца. И если вы решили заказать орхидеи в холодное время года, вы должны быть готовы к любому исходу. Итак, если вы не хотите тратить время на просмотр всего видео целиком, краткий алгоритм действий приведен вот в этом комментарии. Мороженые растения не поливают, не тормошат, не дергают из горшка, ничего им никуда не капают и тем более не купают, ждут подсыхания мокрых пятен, совсем обмороженные листья будут желтеть и отваливаться. Это нормально в данной ситуации. Поврежденные частично могут засушить мороженые участки, что предпочтительней, могут уйти полностью. Не поливаем до 7 дней. Никакого увлажнителя рядом, нужен свет, вентилятор, иногда с ним пятна сохнут быстрее, и стабильная теплая температура. За недельку все, что должно высохнуть, высохнет, что должно отвалиться, отвалится. Дальше по чайной ложке отпаиваем то, что осталось. На это уходит примерно еще неделя. А потом, пожалуйста, кто во что горазд. Хоть толстянка, алоэ и прочее, хоть препараты. Каждому свое. И это, можно сказать, идеальные рекомендации для усредненных условий. Но, конечно же, есть индивидуальные особенности и у каждых квартирных условий, и у каждого растения. И поэтому сейчас, для тех, у кого есть время, мы рассмотрим все эти ситуации более подробно. Первое, на чем акцентируют внимание все зрители, пожелавшие принять участие в обсуждении, это на правильном переходе от холодных температур к теплым квартирным. Как правильно распаковать посылку, чтобы не повредить замороженным орхидеям. И здесь есть разночтение. Одни предпочитают распаковывать постепенно в течение часа, другие отводят на эту процедуру целые сутки. Аня получила свои орхидеи 18 ноября этого года, ровно 10 дней назад. И эту процедуру перехода из холода в тепло уже прошла. Давайте послушаем, как сделала она. День. Как вы писали в комментариях, я и посылку получила. Час она простояла дома закрытая. Потом я ее открыла. Она час простояла просто в открытой коробке. А потом я начала потихоньку их распаковывать. Экстренного перемещения из холода в тепло у этих цветов не было. И это абсолютно правильные действия. После того, как вы отогрели посылку и наконец-таки достали орхидеи из нее, вы должны оценить степень обморожения. И эти степени варьируются от простого переохлаждения до тотального обморожения. В нашем случае произошел процесс обморожения полного или частичного ткани орхидей.
Обморожение – это повреждение тканей орхидей, вызванное воздействием отрицательных температур. При отрицательных температурах в тканях образуются кристаллы льда, которые вызывают некроз этих тканей, то есть их отмирание. Оценить и зафиксировать положение дел нужно следующим образом. Взять фломастер, маркер или ручку и обвести все пораженные участки. В этот момент вам нужно четко понимать, что мертвое умереть не может, и то, что уже умерло, восстановлению не подлежит. То есть ткани орхидеи регенерации не подлежат и восстановлению после обморожения тоже. На что должно быть направлено наше внимание в первые дни ухода за такими орхидеями и чего нельзя допустить? Уход за орхидеями, поврежденными холодом, сводится к созданию благоприятных условий для восстановления растений. Какие это условия? Прежде всего, это светлое, теплое и хорошо вентилируемое помещение. Световой день для таких растений должен составлять 12-14 часов в сутки без попадания прямых солнечных лучей на эти растения. Оптимальными температурами для восстановления таких растений являются температуры 22-24 градуса Цельсия. Внимание! Именно при таких температурах можно использовать вентилятор. Движение воздуха, создаваемое вентилятором, понижает температуру окружающей среды на 2-4 градуса. И если температура в помещении, где содержатся орхидеи, составляет меньше 20 градусов, вентилятор использовать ни в коем случае нельзя. Движение воздуха в холодном помещении только усугубит проблему. У Ани на подоконнике, где содержатся орхидеи, в ночное время термометр показывает 17,9 градуса Цельсия. Это мало. Нужно утеплить подоконник более тщательно или убирать с него орхидеи в ночное время. Напомню, в дневное время, если температура в месте содержания орхидей повышается до 22-24 градусов, вполне можно использовать вентилятор. Это действительно подсушит места поражений. Итак, получили посылку, неспешно ее распаковали, оценили нанесенный ущерб, создали условия и обвели места поражений. Что дальше? А дальше набираемся терпения и ждем, наблюдая за динамикой, как развиваются события и как орхидеи реагируют на обморожение. В этот период, если вы новичок и если вы не понимаете, что происходит, орхидею лучше не поливать совсем. Для того, чтобы понять, почему именно так, а не иначе, давайте подумаем, что нам даст полив орхидеи в этот период. Приведу аналогию из жизни человека. Почему в первые сутки после сотрясения мозга человеку запрещено пить? Медики остерегаются отека мозга. Отеки зеленых частей орхидеи чреваты не меньше, чем отек головного мозга у человека. Ведь тотальное распространение отека на все листья и ствол орхидеи грозит ей полной гибелью. А еще вода, попадающая в организм обмороженной орхидеи, способна разносить вторичные инфекции. К самым страшным вторичным инфекциям орхидей относятся быстро развивающиеся бактериозы и микозы. Именно во избежание развития вторичных инфекций орхидеи после обморожения в первую неделю не поливаются. А помещения, в котором содержатся обмороженные орхидеи, подлежат каждодневной санации, то есть обеззараживанию. Каким образом это нужно делать? Это и кварцевание помещений, и озонирование, и обработка различными антисептиками.
При этом необходимо помнить, что средства обработки на орхидею попадать не должны. И как бы вам не хотелось обработать листовые пластины орхидеям любым антистрессом, не нужно этого делать, особенно если это средство на водной основе. Помните, что зеленые части орхидей с любыми повреждениями водным процедурам не подлежат. Итак, прошла неделя после получения. Орхидеям тепло, светло и осуществляется воздухообмен с регулярной санацией помещения. За неделю орхидея должна показать какую-либо динамику, положительную или отрицательную. Пораженные места должны подсохнуть, пожелтеть, почернеть. Все мертвое за этот период должно себя проявить. Через неделю можно начинать давать орхидеям воду капельно и по чуть-чуть. В Анином случае первый микрополив случился на 9-е сутки после получения. Давайте посмотрим, как это было. Микрополив настоем толстянки по рецепту Натальи. Настой настаивался 12 часов. И теперь микрополив. Вот такой вот микроспринцовка, единичка, самая маленькая. Я буду прокапывать эти растения. Одну спринцовку делю на все 4 растения. По чуть-чуть, чтобы не было переувлажнения. На камеру это, конечно, не очень удобно делать. Ну и самая умирашка. Так вот я прокапываю все растения. Напомню, объем этой спринцовки около 30 мл. В расчете на 4 растения каждому из них досталось чуть более 1 чайной ложки настоя. Уже во время первого микрополива с последней орхидеей, которая была в самом худшем состоянии, случилось то, что ожидали многие. Ну а эта малышка начала потихоньку разваливаться. Ну, будем надеяться, что будет жив пенек. В конечном итоге от развалившейся маленькой орхидеи остался кусочек ствола или пень. При детальном рассмотрении я не увидела на стволе этой орхидеи вызревших тканей, а с учетом практического отсутствия корневой системы появление детки здесь будет из категории чуда. Но, как говорится, надежда умирает последней, и я бы оставила этот пенек как минимум до весны. Что делать, если пораженные участки на листьях орхидеи начинают разрастаться и приближаются к стволу орхидеи? Как говорится в одном популярном советском фильме, резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов. После каждого среза инструмент, которым производится обрезка, нужно дезинфицировать. Места срезов на листовых пластинах растения нужно обработать любым природным или лекарственным антисептическим средством. В данном случае у Ани места поражений не разрастались, она лишь удалила уже мертвые и нефункциональные части листьев орхидеи. Для того, чтобы продемонстрировать вам самый худший вариант развития событий, я приведу вот такой пример из своей собственной практики. Орхидея, размер которой меньше мизинца, осталась без листовой массы совсем в результате перенесенного бактериоза. Листья пришлось обрезать. Маленького листа, который вы сейчас видите в центре розетки, на момент возникновения заболевания у орхидеи, конечно же, не было. Тем не менее, если даже полсантиметра ткани ствола орхидеи живы, продолжение жизни возможно.
Видите жидкость, которая блестит на стволе орхидеи? Это сок толстянки. Я оживила орхидею с помощью него. Каждый сам для себя выбирает, что ему использовать. Я выбрала сок толстянки и получила вот такой результат через несколько месяцев. Из, казалось бы, полностью сухого стволика сначала появились новые листья, а затем, пробив сухую ткань, и новые корни. Спустя несколько месяцев орхидея по-прежнему живет под лампой в непосредственной близи. Лампа 36 Вт и 6500 Кельвинов. Она дает орхидее не только свет, но и тепло. Напомню еще раз самые необходимые факторы для успешного восстановления орхидей во время и после болезни, повреждений и реанимации. Первое – это достаточное количество и интенсивность солнечного света и длина светового дня 12-14 часов в сутки. Это ровные и постоянные температуры в районе 22-24 градусов Цельсия. Это организованный воздухообмен при теплых температурах с помощью вентилятора. У меня вентилятора нет и никогда не было. Тем не менее, орхидеи у меня буквально летают в воздухе. Ну и, конечно же, равномерный полив без пересушек и переувлажнений. После стабилизации состояния, когда распространение отеков и инфекций удалось локализовать, можно начинать применять народные средства ухода за орхидеями. Это и толстянка, и алоэ. Далее будем закапывать в розетки сок толстянки. Напомню, такую процедуру нужно делать в теплых и хорошо освещенных помещениях. Если толстянка из центра розетки длительное время не уходит, а в помещении недостаточно светло или тепло, ее лучше промокнуть. Корневой ком вместе с мхом при таких обстоятельствах лучше не тревожить. Оптимально, что вы можете сделать, это переставить этот ком целиком в емкость побольше. Емкость должна содержать большое количество вентиляционных отверстий. То есть должна быть воздухопроводимой, как можно более прозрачной и устойчивой. Способность орхидеи к выживанию часто поражает наше воображение, и это действительно так. Все, что чаще всего нам нужно сделать, это создать для орхидей необходимые условия и не мешать. Надеюсь, алгоритм действий после получения обмороженных орхидей вам ясен. Спасибо всем, кто поделился своим опытом и своими знаниями в комментариях под видео с вопросом. И я очень надеюсь, что взаимодействие новичков и более опытных любителей орхидей будет расти и шириться. Ну и еще одно событие, с которым меня начали поздравлять прямо с сегодняшнего утра. Нас на канале стало 50 тысяч, и число подписчиков канала постоянно растет. Я бесконечно благодарна вам за доверие, дорогие мои, и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Я надеюсь и дальше читать о ваших невероятных результатах, которыми вы поделитесь со мной в комментариях или в видео, присланных на канал. Ну а теперь я напомню вам, что 20 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной.
ведь впереди у нас много интересного.